Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Ну что, я думаю, вы наверняка уже вовсю играете в «Кровь и вино», последнее увлекательное приключение Геральта на ближайшие годы вперед. Ну а для меня настала очередь рассказать о той самой поездке в настоящий Туссент, в северные районы Италии, где CD Projekt устроили в начале мая презентацию игры. Как и предыдущая на Скеллиге в Варшаве, она была чертовски атмосферной. В первый день мероприятия нас отвезли в сельские местности Турина. Именно сюда видные деятели Ютуба съезжались со всего мира, чтобы на утро уже совершить бросок к основному месту действия. Всем прибывшим вручили личное приглашение от Анны Генриетты. Мой смартфон тем временем радостно сообщил, что я уже был неподалеку в здешних местах 3 года назад. Ну, как можете догадаться, это было во время презентации Assassin's Creed 4 Black Flag. Наутро мы погрузились в автобусы, чтобы отправиться к подножию Альп на прием к княгине. Сам замок находился на возвышенности, и чтобы попасть внутрь, нужно было преодолеть некоторое расстояние. Гостей встречали различные слуги и охранники, правда, некоторые из них казались чудаковатыми. На главном дворе гостей развлекали шуты и прочие придворные умельцы. Остальные слуги расчехляли тем временем огромные емкости с вином. Впрочем, в окошке показалась Анна Генриетта и быстро обломала настрой. Сказала, мол, погуляем потом, сейчас у вас есть более важные дела. Дело у нас, конечно, было важное. Нужно было сперва поиграть в «Кровь и вино», что я, собственно, и сделал. Проект представил лично Марчин Ивински, один из основателей CD Projekt, и пожелал нам приятной игры. Сюжет по итогам всего этого смотрите отдельно, он уже давно на канале, и многие из вас его уже, наверное, увидели. Ближе к вечеру мы таки выбрались из темных казематов замка на свет. Впрочем, расслабляться было еще рано, нам предстояло выполнить несколько квестов от княгини. Первый квест был достаточно простым — навестить сомелье. 3 different wines, 3 description. So you have to read the description, you have to taste the wine, to enjoy the wine, and then try to guess which wine corresponds to the right description. I'm good at vodka. Not wine, but okay. It's about vodka. Let's try it. So this is the first one. Yeah. This one, I think it's the second one. This is Vermint. No. No? No. Okay. Usually all the people guess the first one. Yeah. First one. Because this is a very different wine, a very important wine. Okay. Okay. Congratulations. Enjoy the rest of your Thanks. afternoon. Okay. Я в винах не эксперт, но они реально пипец отличаются. И вот когда почитаешь описание со всеми нотками, ты такой, типа, начинаешь действительно, я не знаю, яйцо или курица первее, но как-то, да, начинаешь чувствовать. Следующим этапом предстояло перенять мастерство у придворных шутов. Честно говоря, получилось у меня так себе. Ух ты, получается!
Третий квест и вовсе обернулся провалом. Мне предстояло вытянуть карту и переодеться в одного из персонажей Ведьмака. Что это была за карта? Ну, скажем так, я покажу это только членам закрытого клуба. Подпишитесь и когда-нибудь увидите. Следующий урок у нас каллиграфии. Where are you from, Anton? Russia. Russia? Yeah. Добрый день, Антон. Добрый день. Следом дела стали чуть более интересными. Урок каллиграфии заставил задуматься о том, что, ну, знаете, в профессии писаря было нечто увлекательное, а финальный этап, установка печати, ну и вовсе очень даже приятен. It's far from perfect, Oh, but just imagination. yeah. Тут еще пару штрихов нанести, но в целом у меня что-то отдаленное получилось. Теперь нужно еще печать поставить. Ну почти, почти. Почти получилось. Только не плюся. Да, мне тоже это не нравится, чувак. Позже предстояло самое непростое — вязать сложные узлы одной рукой. Two. Wait. I'm a boy from the city. Two. The falcon. If you have one hand only, okay. Left hand is for the falcon. Блин, это очень сложно. У меня просто... Так, не кипишу, я уже отдаю тебя. Thank you. Okay. Thanks. Че ты хмурый такой? Честно говоря, после такого провала я уже боялся идти на следующее испытание. Мне предстояло взять несколько уроков обращения с мечом у самого Геральта. Inside, outside. No floor. И знаете, я неожиданно ощутил, что это мое. И мне очень хочется найти какого-нибудь тренера по свordфайту. Не знаю, победит лень или желание, но опыт был очень интересный и вдохновляющий. Inside. Inside, outside. Outside. Inside again. Put it down. Grab. Snap. Put it up. Snap. Right here. That's it. Did it. Where's your now? Лютикс Присцилла, к слову, тоже присутствовали на мероприятии, и это было очень мило, потому что в действительности они оказались парой. I saw you there. В целом, прием у Анны Генриетты прошел весьма позитивно и в совсем другой атмосфере, нежели предыдущая презентация Ведьмака, что, собственно, и неудивительно, ведь там все происходило на Скеллиге, а в этот раз мы приехали в Туссен. Кстати, всем прошедшим испытания княгиня лично вручала различные дары от разработчиков. Родина Туссен, 1292 год. И марка мясник из Блавикена. Все атмосферно. Футболку One Wine можно увидеть там всех разработчиков. Ее я обязательно разыграю между участниками нашего паблика ВКонтакте. Еще одна футболка. Наборчик, чтобы открывать вино. Открыточки из Туссента. Магнитик Penny Arcade. Это Penny Arcade. Карты для Гвинта настоящие. Новый заход, новые колоды. Собственно, они же находятся здесь еще. Готовый Гвент сет. Но это было далеко не все. Оказалось, что у CD Projekt есть еще один сюрприз — неанонсированный проект. Но чтобы его увидеть, пришлось расписаться кровью на NDA.
То бишь на соглашении, а не разглашении информации. Так что извините. Я поставлю свой отпечаток пальца кровью. Присягаю, что все, что я услышу, унюхаю, попробую, с этой секунды останется тайной навеки. Боги свидетели и все такое. Мы перебрались под крышу уже на званый ужин. Там все было, в общем-то, достаточно классично. Шуты развлекали гостей, трубачи заставляли течь кровь из ушей, а главным украшением вечера стало сольное выступление Присциллы. И да, спела она просто невероятно. Честно говоря, от того, что происходит в игре, отличить было сложно. В заключении вечера состоялось несколько показательных рыцарских дуэлей, но, к сожалению, они были не чета тому, что происходило в презентации на Скеллиге. Вообще, это, наверное, самое удивительное во всей этой истории. Она очень точно дала прочувствовать разницу между вот этим аддоном, Кровь и вино, Тусентом и оригинальным Ведьмаком. Царила куда более легкая атмосфера, рыцари были больше выпендрежниками и показушниками, а вино лилось рекой. Все закончилось, но все только начинается. Ну и, как всегда, самое интересное началось после официальной части. Дело в том, что в прошлом году разработчики были вовсю заняты игрой и не участвовали во всеобщем веселье. Теперь же они отдыхали наравне с чувством выполненного долга. Ну и стоит ли говорить, что происходит, когда русские с поляками принимают на грудь? Калинка, малинка, Калинка моя. Дед Мороз сегодня хмурый. У него температура 8 градусов тепла, невеселые дела. Побежал скорее в аптеку, обратился к человеку. Может выписать микстуру, чтобы сбить температуру? Человек сказал в ответ. От весны микстуры нет. Чтобы запомнить, самое крутое — это бухим искать, где переночевать в этом замке, потому что я только что позвонил в свой номер своему товарищу, и он не знает, где я. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. Как же болит голова. Ну а на утро, после тяжелой ночи, в результате которой я, кстати, чуть не выпал из замка, все в хорошем настроении принялись паковать вещи. Японцы прямо на месте сели играть в гвинт, выглядело это очень атмосферно, а мы делать памятные фото, благо наконец выглянуло солнце. В общем, все 3 дня в Тусенте удались. Блин, как же круто. Утро в деревне вообще. На этом все. Увидимся где-нибудь еще. Очень не хочется прощаться с Ведьмаком, но, к сожалению, на данный момент эта история подошла к концу. Ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Здесь очень много всего интересного, особенно по Ведьмаку. Заходите в мой блог, подписывайтесь на Инстаграм, Твиттер и, конечно же, группу ВКонтакте. Увидимся!
Покупать кровь и вино лучше всего на GOG.com. Это фирменный магазин CD Projekt и самый такой прямой и лучший способ поблагодарить разработчиков за труды без всяких посредников. Кроме того, все игры предоставляются без цифровой защиты и с бонусными материалами.